Так, ну что ж, давайте попробуем заглянуть, что там под пленочкой творится, все ли в порядке. И на удивление, да, под пленкой все в порядке, потому что под пленкой еще одна пленка. Здравствуйте, друзья! Для тех, кто не понимает, что происходит, обязательно почитайте комментарии под предыдущим видео. Ссылка в описании. Как вы думаете, чем отличается автовладелец, записывающий видео о своем автомобиле, от популярного автоблогера, которому практически ничего не стоит взять, например, распилить BMW, перевернуть BMW, пустить в утиль несколько автомобилей и сказать: ну да, вот смотрите, так случайно получилось, или там ой, как больно. Думаю, понятно, что я не зарабатываю такого количества денег, чтобы пустить в утиль автомобиль через год или через 2 его владения. И каждая неприятность, которая происходит с автомобилем, это боль. И боль не только финансовая, но и боль времени, которое приходится тратить на исправление проблем. Если коротко, спросите: ну как, мол, машина? Нравится? Сдавал я ее в сервис, а по соседству был автосалон другой марки, другого бренда. Зашел я туда, посмотрел. Стоит автомобиль такой весь новый, блестящий, красивый и комфортный вроде бы как. Окей, сколько стоит? Мне говорят: ну вот всего-то на 1 миллион подороже. Ну, я говорю: хорошо, ладно, нет проблем. Залез в один карман, там ничего нет. Залез в другой карман, опять нет 1 миллиона. Порылся даже, достал карточку, посмотрел ее так на просвет. 1 миллион не прибавился. Так я и ушел из автосалона, вернулся, посмотрел на свой автомобиль и сказал: блин, а он вполне неплох. Так, я обещал про деньги рассказать, сколько потратил. Да, обязательно расскажу, но сначала, как чувствует себя лакокрасочное покрытие спустя 2 года эксплуатации. В целом неплохо, но возвращаясь к вопросу пленочки, которую так усиленно муссировали в комментариях в предыдущем видео. Да, я с вами полностью согласен, что купив автомобиль за 1 миллион, конечно, не хочется в него что-то еще добавлять и клеить какие-то пленки. Но давайте рассмотрим вариант, когда вы покупаете автомобиль не новый, а уже вот такой эксплуатируемый. Как думаете, при равных условиях, какой бы вы купили, в котором пленочка проклеена и больные места отсутствуют, или в котором пленочки еще нет и есть протертости, и, возможно, которые уже превратились в ржавчину? Вот с этой стороны просто виднее, солнышко здесь светит, а здесь я пленкой не проклеил, и вот уже протертости. И таких мест вполне достаточно. Соответственно, здесь на порогах я проклеил пленкой, и она, на удивление, она прекрасно справляется, протертостей нет. Да, конечно, скажете вы, это не моя забота, когда я буду продавать автомобиль. Ну, наверное, если вы хотите его впарить, то это не ваша забота. А если вы хотите его по-человечески продать, то думаю, что все же это забота владельца, который, сновья, автомобиль сохраняет в хорошем виде. Вот здесь тоже пленку я проклеил, и она прекрасно справляется со своей задачей, никаких протертостей нет. Ну и на дизайне автомобиля, вот так вот, если не знать, то тоже сильно не сказывается. Пожалуй, самое печальное и больное место — это задняя дверь, дверь багажника. Вот эта рамочка, конечно же, пробивает краску, и она пузырится. У меня здесь, вот сейчас тоже можно наблюдать пузырь, но, как ни странно, я уже перекрашивал по гарантии эту дверь. Без проблем мне ее перекрасили, собрали. Пленку я там проклеить не успел. Ее так крышку хорошо, наверное, приделали на двухсторонний скотч. Короче, снять я ее не смог, не стал отрывать. Думаю, ладно, перекрасили же, должна быть проблема, наверняка уйдет. Но нет,
буквально через год, даже меньше, проблема снова проявляется. Пока это не сильно заметно, но возможно в дальнейшем будет хуже. Под рамкой номера удалось проклеить пленочку, и там вот никаких вопросов пока не возникает, что не может не радовать. Ну, по крайней мере, меня. Если вы думаете, что злоключения заканчиваются на этом, на задней двери, то нет. Увы и ах. С внутренней стороны есть тоже пластиковая накладка, которая также очень хорошо пробивает краску внутренней части. Поэтому здесь тоже я проклеил кусочки пленочки. Да, выглядит, может быть, не так элегантно, но зато надежно, как мне кажется. Что с интерьером? В принципе, все хорошо. Никаких таких явных проблем нет. Кожаные сиденья, в принципе, пока в порядке. Вот купил коврики Ева. Так вот, попался на рекламу, вроде мне понравилось. Не знаю, вот полгода использую, но пока мне тоже нравится. И выглядит красиво, и, в общем-то, достаточно эффективно. Посмотрим, переживут ли они зиму. Обязательно об этом расскажу. Так, да, водительское сиденье, наверное, чуть выглядит хуже, но в целом не так, как могло бы, да? Наверное, как многие боятся. Руль тоже выглядит вполне хорошо. Так что в целом здесь все в порядке. Но задним пассажирам это вообще никаких вопросов. Здесь все хорошо. Ах да, есть еще некоторые больные места, в которые, конечно, следует иногда заглядывать. Больное место Renault Duster'ов, особенно первого поколения, здесь все вот трескалось по шву. Да, есть небольшие трещинки, пока не критичные, поэтому, наверное, еще походят. Не буду я обращаться по этому поводу к дилеру. С этой стороны и с этой стороны тоже есть трещинки. Да, вот они до сюда доходят. Но пока они очень маленькие. Вот это вот дополнительная уплотнительная резинка. Здесь находится желоб. И если ее снять, то здесь часто скапливается грязь, которая в последующем может отсюда не вымыться и остаться и привести к неприятностям. Особенно в районе вот водостока, вот здесь и вот здесь. Да. Вот. Поэтому рекомендую периодически сюда тоже заглядывать и тут чистить. После мойки здесь между резинкой и вот этим местом скапливается как грязь, так и влага. И поэтому тоже рекомендую периодически, особенно сюда, заглядывать. Здесь такой хороший герметик на шве. Но, как можете наблюдать, здесь очень много скапливается песка и грязи. У меня вообще здесь какие-то жуки поселились. Ничего себе, жучок, ты что тут забыл? Это не твой дом. Уходи. Вот еще одно место, в котором скапливается достаточно большое количество грязи. Это вот здесь водосток основной, да? Когда у вас идет дождь и все такое, всю грязь смывает, она вся течет, течет, течет сюда. И куда вы думали затекает? И затекает прямо под фонарь. Под фонарь, и там она типа дальше должна вытекать, но там она застревает. Так, болты откручены, и фонарь, собственно, просто достается. Но после первой чистки здесь все неплохо. А в основном грязь, конечно, была вот здесь. Вот тут она задерживается, вот тут шов. И вот в этом шве прям такие
мокрые лохмотья оставались. Ну, сейчас все хорошо. Заглянем под капот. Для чего? Так, есть для чего. Собственно, борьба с грязью под капотом. Для этого и нужна была смекалка, про которую я говорил в предыдущем видео. Удалось таки мне все-таки сделать защиту. Вот так она тут выглядит. Сейчас постараюсь показать. Вот такая там крышечка. Тем не менее, двигатель выглядит не так ужасно, как это было в прошлом году, где вот эта вся часть вообще была в полнейшей грязи. Вот, также пришлось проклеить моей любимой пленочкой. Да. Те места, где капот протирает резинка с внутренней стороны, а именно вот здесь, все это было протерто. Здесь теперь тоже наклеена пленка. Еще фары я проклеил. Но говорят, теперь нельзя это делать. Запрещено. Ну, ладно, что ж теперь. Отклею. Ну, потому что за зиму они очень сильно заморались. Ну, так вот, за год. То есть за второй год, я думаю, они превратились бы в еще печальное состояние. Да, можно, конечно, отполировать. А можно просто продать автомобиль и купить новый, да? Долгожданные цифры. Сколько я всего потратил за все время владения данным автомобилем. У меня все ходы записаны. Итак, после покупки в 2016 году я, возможно, чрезмерно щедро, как подумают многие, отношусь к своему автомобилю, но у меня есть такая возможность, почему бы нет. Я поменял масло между ТО, скажем так, при пробеге 5000, ну, там, с небольшим километров. Это обошлось мне в 2016 году у официального дилера 5060 рублей. Далее я поехал на ТО 15 тысяч. Обошлось оно 9827 рублей. Плюс мне порекомендовали сделать развал схождения. Я это сделал и заплатил за это 3303 рубля. Так. Но, как вы догадываетесь, в 2017 году летом при промежуточном пробеге между ТО я заменил масло. И это обошлось уже немножечко дешевле. Официальный дилер начал делать скидки как постоянному клиенту. 4952 рубля. Это мне обошлось. Ну, соответственно, ТО в 2017 году уже следующее. И так оно обошлось мне 16323 рубля. Это мне порекомендовали сделать промывку инжектора плюс чистка дросселя. И, собственно, я согласился. Еще балансировка 4 колес. Я менял резину. Это тоже было сюда включено. Это все у официального дилера. Так, зачем я сделал чистку дросселя? Ну, на самом деле, скажете, возможно, развод, не развод. Я читал на форумах, что такая проблема существует, и дроссель немножечко пачкается. Его потом люди там самостоятельно чистят. Но мне предложил дилер, цена меня устроила, и я согласился. Можете это не делать. Так, потом у меня произошел казус небольшой зимний, машина не завелась, и я вызвал эвакуатор. Вот, думал, может, что сломалось, но ничего не сломалось, поэтому с меня взяли 1700 рублей, это по Москве. И поменяли свечи. Это мне обошлось 1000, вот, собственно, чек, 1861 рубль. Так. Ну и на этом все. 17-й год закончился. И вот в 2018 году я, как вы уже точно догадались, сделал промежуточную замену масла. И дилер мне сделал еще большую скидку, как еще более постоянному клиенту. И мне это уже обошлось в 4160 рублей. Итого, калькуляцию вы, собственно, видите на экране. Так, по страховке пройдемся. Здесь у меня такая шпаргалка. Значит, покупка машины обошлась мне 935 тысяч в данной комплектации.
И плюс я немножечко поставил допов, сетки, защиты разные, магнитолу поменял. И дополнительно мне обошлось аж в 98 тысяч рублей. Все дополнительные прибамбасы на этот автомобиль. Так, страховка. Я застраховал в первый год по каско с франшизой. Обошлось мне это в 19 тысяч рублей. Соответственно, ОСАГО с моим стажем вождения, у меня, по-моему, на тот момент был максимальный коэффициент, и мне обошлось 5300 рублей. Значит, второй год, ну, имеется в виду 17-й уже год, я застраховал, опять же, по каско, и обошлось мне это уже немножечко дешевле, 15 тысяч рублей с той же франшизой. А вот ОСАГО почему-то подорожало. И обошлось 5800 рублей. Вообще с ОСАГО удивительные вещи происходят. Оно почему-то все время дорожает, хоть и коэффициент безаварийной езды уменьшается, но плачу я почему-то все время больше и больше. Это все расходы, которые я имею на данный автомобиль. Расход горючего. Про расход я уже рассказывал, но тем не менее все равно в комментариях меня постоянно троллят и упрекают в том, что я обманываю. Друзья, не знаю, вот сейчас я нахожусь в городе, ехал сюда с включенным кондиционером по трассе, по пробкам. Вот, собственно, мой расход. 8,3 литра. Ну, я его и обнулял. И все равно, вот, уже в течение долгого времени показывает 8,3 литра. Езжу я исключительно на 95-м бензине, на обычном 95-м бензине. Не знаю, что еще сказать. Проверить компьютер я не знаю как. Что еще хотелось бы рассказать. Есть такая полезная штука в Дастере, по крайней мере в моей комплектации. Это лимит скорости. Есть круиз и есть лимит. Что делает лимит? Мы просто-напросто задаем определенную скорость. Вот таким вот нехитрым образом, допустим, там 70 км в час. И все, машина больше этой скорости разгоняться не дает. Но бывают ситуации, мне тут случайно пришел штраф, камеру поставили в таком хитром месте на спуске. Итак, машина ограничивает скорость в основном либо торможением двигателя, либо то есть ограничением подачи газа. И, к сожалению, торможение двигателем было не столь эффективным. Машина разогналась и превысила установленный лимит. Собственно, я получил штраф. Все это было на спуске, достаточно крутом спуске. Поэтому знайте и будьте внимательны. Вот как-то так это всегда происходит. Конечно же, когда в основном ездишь на этом автомобиле по городу и довольно часто, вот этой ямки, от машины все же устаю. Хочется больше тишины, меньше шума двигателя, плавнее переключение передач, может быть, чуть удобнее сиденье, чуть красивее приборная панель. Ну и какие-то такие мелочи уже начинают раздражать, и хочется прям вот больше комфорта, прям комфорт. Но ситуация кардинальным образом меняется, когда происходит следующее. Вот так раз и дорога заканчивается. И вот здесь начинаешь получать максимальное удовольствие от вождения данным автомобилем. Кайф вы получаете, конечно, не когда проехав там 50 метров по грунтовке, а когда это 20 километров, 30 километров приходится ехать. Вот здесь действительно кайф, потому что машина прекрасно управляется, прекрасно идет по грунтовке, и ваша попа чувствует себя вполне комфортно, удобно и мягко. А что еще нужно? Я вам скажу, подкупает вот эта вся вот такая честная универсальность за достаточно бюджетные средства. Да, в России часто бывает, когда и грунтовые дороги тоже кончаются. Ничего не поделаешь. Ну, это еще дорога.
А бывает, что и когда и такого нет. Так, что еще сделали в этом автомобиле по гарантии? По гарантии поменяли стойки. Начали стучать, тук-тук, тук-тук. Думаю, что такое. Заехал в сервис. Хорошо это совпало с заменой масла. И поменяли одну спереди и одну стойку сзади поменяли. По гарантии, без каких-либо вопросов, сказали, да, расходный материал, поменяли. Теперь все отлично. В остальном все чудесно. Пожаловаться, собственно, как таковое и не на что. Хочу еще рассказать одну историю, которая приключилась у меня с колесом. Пробил я колесо, и было это далеко за городом, и причем ночью. Какое счастье, что здесь полноценная запаска. На докатке, наверное, было бы проблемно ехать там 100 или 150 километров до дома ночью. Да, и в поисках сервиса шиномонтажа. Самое грустное в этой истории было открутить колесо, потому что гайки протянулись весьма сильно. Я, честно скажу, вспотел раз 5. Ну да, здесь именно столько гаек, столько раз я и вспотел, чтобы открутить их. В принципе, у меня вообще не штатный баллонный ключ, а такая хороший крест. И все равно я вспотел. Ах да, чуть не забыл, какая еще проблема. Это протерлась трубка кондиционера. В чем это проявилось? Выезжаю я, значит, лето, жарко, включаю кондиционер, а он холодным воздухом не дует. Обычно он делает такие вздохи, и этих вздохов нет. Ну что, по гарантии поменяли трубку. Говорят, да, протерлась в месте крепления, такое бывает. Это, конечно, удивительно, что такое бывает. В данном автомобиле протирается трубка в месте крепления. Может быть, стоит как-то это изменить в дальнейшем. Появились ли в салоне сверчки, жучки, паучки? Такое дело, знаете, они появляются иногда, потом исчезают, потом опять появляются. Вот так вот, чтобы постоянно что-то надоедало, такого не происходит. Ну, в общем-то, со временем уже, наверное, перестаешь на все это обращать внимание. И все же не забываем, что это Renault Duster. И у него достаточно много особенностей работы двигателя. Да, просто относительно Solaris, который у меня был, ну, конечно, звуки издает разные всякие периодически. И самая главная беда здесь по звукам — это клапан газораспределения, который, даже если и меняют на новый, он все равно издает звуки. Примерно вот такие. Если взять щуп масла и обращался по этому поводу в сервис, сказали, ну, это пока нормально. Вот когда он будет всегда пищать, тогда мы его поменяем. А пока это норма. Вот сейчас у меня работает все идеально и все штатно. По крайней мере, так сказали в сервисе. Многие спрашивают, как себя ведет автомобиль на трассе. Комфортно ли? Вполне комфортно. Еду. Круиз-контроль. 110 км в час скорость. 2800 оборотов. В принципе, можно даже музыку послушать. Все достаточно комфортно, хорошо. Машина идет отлично. Еду по трассе уже второй час. Расход 9 литров. Вроде не падает, но и не поднимается. Скорость 110 км в час. Сейчас чуть больше. Поэтому, не знаю, прибор показывает так. У кого расход больше, ничего не могу сказать. Может быть, не тот бензин. Как ни странно, но топливный бак так и не увеличился. Как я заправлял по 36-38 литров, так и заправляю. Да, я знаю, что вы скажете, по паспорту у него там чуть ли не 50 литров. Но вот то, что есть, то есть. По чекам я по-прежнему упорно заправляю 36, 38, 37 литров. Бак за эти 2 года не растянулся. Но что интересно, расход топлива уменьшился.
Если в прошлом году это было 9 литров летом, то сейчас это 8 литров, 8,3 с включенным кондиционером, и это в смешанном цикле, что, конечно же, не может не радовать. На сегодня это все. Стандартная фраза. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить какое-нибудь следующее интересное видео. Спасибо, до свидания. Ах да, если остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Постараюсь на все ответить. Для людей, наверное, среднего роста очень даже комфортно будет. Диван мягкий, удобный, колени не упираются. Конечно, если спереди не будет сидеть кто-нибудь по 2 метра ростом. Ну вот можешь сесть туда подальше, пересесть, как бы за меня, где я сижу. Я, конечно, когда езжу, сильно не откидываюсь назад. Ну, здесь тоже просторно, то есть вполне. Диван мягкий, можно даже ноги вытянуть от сидения. То есть длительную поездку можно выдержать? Да, вполне. Вполне. Какие-нибудь еще есть нарекания к внутреннему убранству данного автомобиля? Нет, мне кажется, это не имеет смысла. Что-то добавлять сюда кричащего. Машина довольно спокойная, скажем так, уравновешенная. Ну, то есть на свидание, считаешь, молодым людям лучше не приезжать на такую машину? Нет, почему? Можно? Ну, для кого эта машина? Для молодых или для... Это машина для романтиков. Почему? Почему? Потому что ее можно поставить где-то и сказать девушке: давай встретимся возле памятника и пойти гулять. Почему нет? То есть не показывай девушке машину на первом свидании? На первом свидании, да, лучше не показывать. А потом мы поехали на дачу, да, и прям... И эта машина и для вот нее. она, да? Ой, здрасте. Ой, господи, у меня шок культурный. Да ладно, хорошо. А вот на такой вот, если приехал бы молодой человек, как... Рено Каптюр, если я правильно помню. Каптюр, да. Да. Угу. Он такой более... Да, это как бы машины из разных... Дизайн больше нравится, чем Дастер у Каптюра, да? Конечно. Больше городской автомобиль. Да, он больше посимпатичнее. такой женский, что ли. Скорее. Ну, не то, что я говорю, что он прям женский, но он женщине больше подойдет, чем... Вот такой, да, дизайнерский, да. Да, ну такой же. Повеселее. Два окраса, да, красота. Да, можно сделать. Угу.